Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай и мои верные собачата пришли сюда вместе со мной провести пересадку пары растений. Ну а сейчас придется и ретироваться отсюда, потому что не получится тебе на мне сидеть. Сейчас я вам покажу пару растений, с которыми я буду работать, и поговорим немного. Я взял такую тему. Сейчас вам покажу первое растение. Тема будет мое отношение к редким растениям, к различным, да, как вообще я отношусь к появлениям каких-то новинок, растениям в тренде. И опять-таки это видео никого не хочет призвать на мою сторону, относиться точно так же. Каждый имеет право выбирать свое. Все, что нравится, кому как нравится, так мы и делаем. Да? То есть видео абсолютно такое разговорное, просто мое отношение. Вызвано оно тем, что периодически я получаю сообщения на тему, что иногда говорят, что растения достаточно простые, почему я не завожу редкости. Зачем я покупаю такие банальные растения? Лучше иметь несколько, но дорогих и редких, чем иметь так много, как у меня, и простых. И начнем, пожалуй, мы наше видео. Я вам представлю первое растение. Но подвинься. Оп. Первое растение, с которым мы будем работать, это вот такой редчайший, в кавычках, сингониум. Если я не ошибаюсь, друзья, это сингониум Regina Red. Были разные у меня предположения о том, кто это. Он, как всегда, шел без названия. Покупал я его в нашем садовом центре. Вы знаете, уже достаточно давно, уже прошел примерно месяц с момента покупки. Больше не покупаю новые растения. Вы знаете, вообще остановился в покупке. Занимаюсь сейчас растениями исключительно, которые уже есть в коллекции. Да? Не покупаю ничего нового. Хочу просто мою коллекцию доводить до состояния комфортного и количества, и качества. Да? Поэтому буду сейчас заниматься, посмотрим, корешульки. Грунт у него в меру увлажненный. Я обычно всегда пересаживаю растения не слишком сухими, да, чтобы были прям такие, вы знаете, сухари. Грунт, но и при этом не сильно влажный, чтобы не было сильно грязно. Но когда корни напитаны водой, они не так сильно ломаются. Я постараюсь не прям максимально, но очистить грунт, точнее корневую систему от грунта, от старого, и посадить в мой свежий грунт, который я приготовил. Здесь вы можете видеть, это грунт для декоративно-лиственных растений, кора и перлит. И небольшое количество керамзита. Да, примерно пропорция это 60% грунта, 20% перлита, 20% коры. Ну и вот из этих там еще, знаете, из 60 и 20% можно процентов 5, даже меньше, это керамзит. Вот так я буду все это дело пересаживать. Да, почистим корни этому сингониуму. Опять-таки самый обычный сингониум. Почему я его купил? Потому что он мне просто визуально понравился. Растет он сейчас как кустовой. Я в своей коллекции сократил общее количество сингониумов. Оставил только самые любимые сорта, которые хорошо растут и которые в большинстве своем кустовые. Есть несколько, которые не кустовые, да. Опять-таки любой кустовой сингониум рано или поздно начинает расти вверх, но занимает это значительно больше времени, чем когда мы покупаем, например, черенок в 2 листочка, и он уже через несколько месяцев это просто такая тоненькая будылка, да, с кучей листиков, в лучшем случае с кучей, а в худшем там 2-3 листика и большие расстояния, да, между листьями на растении. Так, где-то я еще брал кисть, неужели я ее не принес? Мне бы эта кисть, она сейчас пригодилась. Здесь она. Я буду кистью сейчас слегка очищать корни от грунта, да. И говорю, в общем, почему я не завожу каких-то сильно редких растений, вы знаете, я отношусь спокойно к редкостям. Сразу, да, скажу, что у меня нет какого-то списка хотела, каких-то редких дорогих экземпляров, о которых я мечтаю, которые я хочу выписывать из каких-то заморских стран. Ну или не из заморских стран, а коплю на них каждый месяц определенную сумму денег, там, да, или просто могу позволить себе купить при желании. Я считаю, что растения это такое дело, они, во-первых, мрут. Это первое, да. Можно купить что-то очень дорогое. Самое дорогое растение у меня, которое я купил в свое время, опять-таки, вообще не подумав, если бы сейчас можно было время повернуть назад, как в той песне, да, то я, наверное, не стал бы ее брать. Это Монстера Альба. Честно сказать, была достаточно дорогой, не буду называть ее цену, но цена была очень высокая. Да, она мне почему-то вот прям понравилась. Я такой думаю, в будущем я ее, может быть, начеренкую, продам. Но вы знаете, прошло время, у нас вообще не было этих Монстер Альб. Она растет не спеша. Да, и прошло время, и сейчас, заходя в интернет, там на Луна, очень вкусный плед. Что такое? Прям какая-то терапия у тебя там пледовая. Успокойся. Получается, я ее купил. Луна? Пофиг вообще, все равно. Как это? Не понимаем по-русски, да? Мы не понимаем. Не совсем. Мы иностранные собачки. Поэтому я, в общем,
купил эту Монстеру Альбу, она уже залезала, там все. Вы знаете, мне кажется, там что-то капнуло, когда я ел. И теперь вот так, рука вся грязная. Давайте мы положим аккуратно подушку, вот так. Все, там ничего нет. Надо будет почистить плед. То она прям заэтовалась, замедитировалась. Облизывая все. Лежи, все, спокойно, голову положи там. Так вот, я купил эту Альбу, и я думал, я ее почеренкую в будущем, так через пару лет продам. Но вы знаете, сейчас у нас уже даже, да, я не говорю про другие страны, у нас уже в Испании, живу в Испании, кто не знает, этой Альбы пруд пруди. И то, что раньше стоило, там, например, за 2 листика просили 150 евро, сейчас продают по 50, и никто особо не берет. То есть вся вот эта гонка за редкостями, она может иметь смысл и логику только если вы реально какой-то продавец, на мой взгляд, да, опять-таки каждому свое. На мой взгляд, если вы какой-то прям продавец, и вы прям отслеживаете, да, новинки, вы их покупаете откуда-то, где еще другие пока не раздобыли, что можно купить, быстро там все черенкуете и быстро продаете эти все череночки за большие деньги. Таким образом зарабатываете, да, и себе оставляете какое-то редкое на этот момент растение, да. Поэтому, а иначе, вот честно сказать, я не вижу смысла. Не вижу смысла покупать какие-то дорогущие за бешеные деньги, зачастую реально за бешеные деньги. Мне иногда моя подруга, которая живет в Москве, она мне иногда присылает скриншоты каких-то цен на Авито, на российском, да, кто живет в России, знает этот сайт у вас Авито. Там иногда такие просто там один лист, там 150 тысяч, 200 тысяч рублей в русских рублях. И я думаю, боже мой, зачем? Вот ради чего? Вот ради чего можно купить этот лист? И самое, что интересное, что потом зачастую, например, та же Монстера Альба, яркий пример, да, которая несколько лет назад стоила баснословных денег, да, ну, зависимо от страны, может где-то она еще стоит баснословных денег, а может быть где-то она вообще даром ее отдают практически, там, да, за копейки. Но она стоила баснословных денег, и сейчас, когда ее все купили, все нарезали, все ее продают, она ничего особо и не стоит. То есть смысл, это все настолько, это как с брендами одежды, да, вот, например, кто-то там покупает сумочку какую-нибудь, или там туфли, какие-нибудь Gucci, там, Versace, еще что-то, и платит баснословные деньги, но смысл у этой обуви, он такой же, как у другой, да, то есть это чтобы было ноги защищать, грубо говоря, от грязи, да, когда по улице идешь, все. Потом мы уже вкладываем дополнительные какие-то моменты, какой-то статус, показать свой статус, да, хотя, как говорят, что богатые, действительно богатые люди, они не сильно кичатся, да, своим богатством, зачастую они покупают брендовую одежду, но ее там нет таких лейблов, таких на всю спину, на всю грудь, да, там где-то ярлычок маленький висит и все, да, например, даже в магазинах этих Louis Vuitton есть 2 отдела, есть магазин для очень богатых людей, не отдела, а не магазин, а именно этаж, грубо говоря, да, зона для богатых людей, которым не нужен бренд, которые покупают одежду, да, и там, например, просто маленький ярлычок, бирочка, что такое Louis Vuitton. А есть для людей, которые именно хотят показать, что они носят на себе Louis Vuitton. И там вот все будет, вся эта сумка будет 50 тысяч знаков этого Louis Vuitton и всего прочего. Да, абсолютно спокойно отношусь как к одежде брендовой, так и к растениям брендовым. Или, например, тот же Philodendron Pink Princess, да, розовая принцесса. Тоже он ведь стоил, я помню, баснословных денег, там вот чуть ли не контрабандой покупали все, да, хотели этот Philodendron Pink Princess. Вон у нас сейчас-то Pink Princess в Ашане продается, да, бери, не хочу. Я не беру, потому что не хочу. В Садовых ее часто привозят тоже. Что такие хорошие уже горшочки там по 10 евро, да. Все в этом мире очень относительно. И поэтому я иногда предпочитаю купить, например, вот этот сингониум. Он абсолютно обычный. Посмотрите, насколько он красивый. Может быть, камера не передает, но тут, смотрите, это один куст, одно и то же растение. Но тут и зеленые листья, и оранжевые. И молодые листья, они выходят вообще с розовым цветом. Сейчас вам покажу, здесь молодой листик открывается. Видите его вон там, розовый. То есть очень красивое растение. Стоило на сущие копейки. Большой пышный куст. Радовать оно меня будет ничуть не меньше, чем если бы я купил какой-то, я не знаю, даже не знаю, какой там дорогой сорт сингониума есть. В общем, какой-нибудь дорогущий сорт сингониума в один листик, в один там такой маленький, знаете. Даже пусть большой, за огромные деньги, да, такой куст. Обычно дорогие растения, редкие на данный момент, редкие. Опять-таки, все, что было редкое 10 лет назад в цветочном мире или 5 лет назад сейчас, в большинстве своем это самые обычные растения. Да, то есть кто-то купил какую-то там супер редкую, опять-таки, да, или тайское созвездие Монстера. Тоже сейчас ее у нас уже, например, то, что я заплатил за это тайское созвездие, да, у нас сейчас это стоит намного дешевле. Я его покупал не потому, что оно было в бренде и что-то еще. Я купил, потому что мне хотелось. Да? Но я не гнался за тем, чтобы оно было каким-то редким и чтобы ни у кого такого растения не было. Честно сказать, мне абсолютно было параллельно в этот момент.
когда я покупал. Вот, я очистил корни, не буду больше, я думаю, разрывать их. Уже они и так разрыты здесь прям. Прилично, прилично. Да? Вот так. Думаю, все хорошо. Будет этому сингониуму. Посмотрим, как он будет расти. Крупные центральные корешки целые. Корневая относительно крупная, не маленькая. Поэтому вот сюда мы ее посадим, в этот горшок. Чтобы был и грунт свежий, и чтобы визуально было хорошо. Кстати, вы знаете, давно я не занимался пересадками растений на камеру. Потому что времени бывает не хватает. И еще так как коллекция большая, опять-таки, да, немножечко отвлечемся от основной темы. Коллекция большая, растений очень много. Иногда я даже думаю, что я, наверное, переборщил с количеством растений. То есть я слишком много развел. Очень сложно иногда бывает за всем уследить, да? Хотя у меня очень много кактусов и прочего, такого не сильно требовательного к себе в плане внимания растений. Но все равно иногда я, бывает, утомляюсь и понимаю, что меня на все не хватает. Да? Иногда бывают мысли подсократить коллекцию, но в другой момент я понимаю, что иногда я сокращаю, что-то я продаю, потом я опять это же самое и покупаю. Вот у меня так случилось, знаете, с 3 растениями. Это сингониум альба, который обычный, ну как бы обычный у нас, например, он считается редкостью. Да? Вот где-то опять-таки в плане редкости все относительно. То есть то, что у меня считается, например, какой-нибудь там кактус или эйфорбия. Да, вот я купил моей подруге в подарок одну эйфорбию. Она стоила у нас копейки. Я вам ставлю фотографии этой эйфорбии. Или покажу, нет, вставлю, наверное, фотографии, когда буду монтировать видео. Если не забуду, если забуду, то не вставлю. В общем, одна эйфорбия, да, она ее хотела. И в России она стоит, такой горшочек, как я купил, он стоит 1006 рублей. Я его купил за 6 евро у нас. Их там было, этих эйфорбий, тьма тьмущая. То есть продавалось, да, понимаете, то есть где-то густо, где-то пусто. Какое-то растение может у нас, например, считаться редким, да, вот, например, сингониум альба, у нас он считается достаточно редким. У нас в интернете даже из рук в руки черенок один листик, ну, 2 листика, да, на одном побеге продают 10-15 евро. И то даже не здесь, где я живу на острове, а надо заказывать, еще оплачивать, соответственно, почту. В общем, у меня он был. Я что-то, вы знаете, я его продал. Одно время я решил вообще отказаться от сингониумов, они меня так раздражали. Часть я подарил, часть я продал, потому что они плохо росли. Да, потом оставшиеся я оставил себе, и они как-то на удивление начали приходить в норму и начали прям разрастаться. И сейчас у меня такая, знаете, целая поляна. Я вам в будущем сделаю обзор. У нас еще осталось обзоры, я же еще снимал обзоры по квартире, и я их не доснимал. Потому что, это сейчас дальше расскажу, почему не доснимал. Так вот, этот альба, да, папоротник крокодил, этот, который тоже достаточно известный крокодил, и фикус риверианы. Я их всех продал в одно время. Практически в одно время я их продал, и потом думаю, блин, зачем я это сделал? Я так их любил. Ну вот я говорю, наступил такой момент. Я и сейчас, вы знаете, нахожусь в таком состоянии, сейчас еще объясню почему. Состояние, что я вот немного прям чувствую усталость от растений, от их количества. Я их люблю, ни в коем случае там я не останусь, я думаю, никогда совсем без растений. Да, в плане там в пустой квартире, там с одним горшком каким-то. Нет, они будут, это уже крест, мне его нести, да, цветочный этот. Мне они нравятся, они меня радуют визуально. Но когда они начинают болеть, например, мне с ними бывает очень тяжело. И опять-таки, почему тяжело? Из-за количества, то есть их очень много. Так вот, я эти все 3 растения продал в свое время. Да, помню, из одной поездки я приехал, они что-то такие, вся коллекция такая, ну, как обычно бывает после отпуска, да, такая не очень веселая, не очень свежая, я их пораспродал. И потом, вы знаете, долго искал, не мог найти, и потом в один день все 3 у меня появились. И отдали мне их бесплатно, либо по обмену на какие-то другие там черенки, мои цветочные друзья местные. Но если я продавал растения в идеальном состоянии, очень красивые, пышные, да, там шривериана у меня был пышный, рос как не в себе, а этот крокодил тоже рос как не в себе, альба тоже был очень красивый уже, хотя вот, которые я взял черенки, они тоже красивые, именно альба. И мне их вернули в итоге. Еще у меня шривериана такой, знаете, полуоблезший стоит. У меня стоит крокодил, такой весь в пятнах черных, потому что его заливали непрерывно. Вот сейчас я его пытаюсь выходить, да, из этого состояния нездорового. И у меня стоит альба, ну, опять-таки, из черенков. И я понял, что мне сейчас, к чему это говорю, пока продавать ничего не нужно. Мне нужно просто перетерпеть этот момент. Такое у меня периодически случается, что я хочу все распродать. Не все, но большую часть. Да, а сейчас почему это у меня случилось? Смотрите, вот у нас получился этот сингониум. Ну, роскошь же.
Да, простой, да, зелень обычная, да, грубо говоря, трава. Ничего не стоит особо. Но посмотрите, какой он красивый. Если его поставить красиво, особенно если бы у меня было мало растений, то есть его поставить на какую-то полочку, одного даже. Смотрите, какой бы это был шикарный букет. Кстати, у него здесь один лист проеденный, вы можете видеть, проела его гусеница по имени Анжелика, которую я, когда его начал промывать, я с него подобрал такую гусеницу большую. Знаете, я ее кормил салатом, она у меня жила в лотке. Потом она стала уменьшаться, стала куколкой. Вот теперь это как куколка от гусеницы лежит. Ждем посмотреть, какая будет бабочка. Хочу посмотреть, но я ее выпущу, конечно. В общем, будет какая-то бабочка. Ну, в общем, эта бабочка ела этот сингониум. Вот здесь дырочка, это от Анжелики. Я ее назвал Анжелика. Не знаю почему, но эту гусеницу звали Анжелика. Такая была коричневая, знаете, такая забавная очень Анжелика. В общем, все. Сингониум готов. Мой, ну а ты ушла, но вообще не любит камеру, видите, она максимально прячется за подушки, это вот лежит здесь еще колбаса, маленькая докторская, да, лежишь спокойно. Так вот, почему же я сейчас в таком состоянии нахожусь, я опять борюсь с клещом на сансевериях, друзья, это такой взрыв мозга, это очень тяжелое, уже порядка 2 лет я живу с клещом на сансеверии, то есть он атакует не все растения, он зачастую затухает, затихает, исчезает. Коллекция абсолютно нормальная, все растят деток. Потом он резко где-то появляется. Последний раз он опять объявился на нескольких растениях. Они у меня сейчас живут в отдельной комнате, не в прачечной, а в другой комнате. Я их всех промывал, обрабатывал, боролся с ним. Они все выжили, то есть, слава богу, никто не погиб. Начали давать даже с центра новую точку роста, то есть они живы. Но потом он появился, например, в спальне, появился в прачечной и появился опять на балконе. То есть на каких-то конкретных отдельных растениях. Но если он есть один, то, соответственно, надо обрабатывать все. Представляете, у меня порядка 80 сортов этих сансеверий, и мне надо это все обрабатывать. Это огромнейший труд. И благо я смог, благодаря моей приятельнице из Латвии, Элине, она большая коллекционер, большая коллекционер сансеверий. Кстати, вот наш следующий экземпляр растения, о котором мы будем работать. Это вот такой эпипремнум синдапсус, точнее, Cebu Blue. Да? Насколько я знаю, это синдапсус, потому что обычно серебристые оттенки у синдапсуса. В общем, вот такая роскошь. Посмотрите, тоже в свое время, кстати говоря, о редких растениях, в свое время этот Cebu Blue тоже, когда он только появился, он был просто каким-то космически редким, да, все его хотели заиметь, все его хотели получить, потому что это было что-то вау, новинка сезона, всем надо за большие деньги. Вот, посмотрите, прошло время, не знаю, наверное, года 2-3 с момента его такого широкого появления на рынке. Вот я вот это ведро купил за символическую сумму, огромное количество листьев, большое растение, да, уже такое готовое, красивое, на опоре. Причем его сейчас изначально с этой опорой так и перенесем в новый горшок. Да, мне, кстати, надо будет установить камеру, пойти взять еще грунта, просверлить отверстие в данном горшке и принести опору новую. Я его пересажу сейчас, отберу, пересажу, после этого отсоединю от опоры и пересажу, поставлю на новую опору, потому что это уже ему низкая, маленькая опорка. В общем, вот такой прекрасный, в свое время редкий синдапсус или эпипремнум, поправьте меня, кто знает точно, синдапсус или эпипремнум Cebu Blue. Вот такая роскошь. А насчет сансевери, да, я говорю, что, ну так, мучения. Я их очень люблю, да, не отказываю. Другой бы человек, наверное, мне кажется, уже бы собрал эти все сансевери в мешок. У меня такое бывает желание, когда я нахожу опять этого клеща. Кто не сталкивался, я надеюсь, вы никогда с ним не столкнетесь. Кто сталкивался, знает, о чем я говорю. Это большая проблема, ее очень сложно вывести. Так вот, благодаря этой моей приятельнице Елене я смог через Румынию заказать практически контрабандой пару препаратов от клеща, Нисаран и Санмайт. Но вы знаете, Санмайт я не хочу использовать, потому что я почитал, что он, кстати, вот напишите отзывы, кто пользовался Санмайт, насколько он эффективный, друзья, и насколько он токсичный. У меня животные, у меня квартира, у меня был, например, частный дом, какой-нибудь огород, там, да, чтобы я их вынес, там, поставил, опрыскал и ушел. И они бы там жили неделю сами. А так как это все мне придется делать в квартире, я не стал рисковать. Поэтому я использовал препарат Нисаран. Он 4 класс опасности у него, не опасный для людей, для животных. И он не убивает клеща, но он его стерилизует. То есть лярва, там, личинки, яйца и взрослого самого клеща он стерилизует. То есть они просто не могут размножаться и просто они вымирать начинают, да, становятся стерильными. Надо провести пару обработок. Вот я уже провел одну практически. У меня осталось еще несколько сансеверий в гостиной, где я сейчас сижу. Но на них ничего нет, но я их все равно протравлю на всякий случай. И потом я уже буду ходить, вы знаете, так чисто в розетку брызгать
протравливать, чтобы было. И еще я спиртом опрыскиваю. Спирт очень хорошо убивает клеща, пока никто не умер. То есть на 2 растениях я обнаружил, на одной розетке, которая не сгнила ничего, она просто на ней появились эти пятна, все, как бы она сейчас замерла. И одна детка погибла у одной сансеверии. Все остальное пока в коллекции Санс спокойно. Вот я обрабатываю этим лисораном, знаете, постоянно в маске, в перчатках, хоть он а-ля и не вреден для человека, но все равно надо соблюдать все меры безопасности. Оно что надо потом просушить. Вы знаете, я прям такой, вау. Я такой думаю, зачем иногда? Зачем я трачу свое время на эти растения? Но потом понимаю, что это уже такой образ жизни у меня. И опять-таки дальше еще расскажу, какой фактор повлиял, почему я не стал никого больше убирать. Сейчас сделаю все это для растения, все принесу, мы продолжим. И расскажу про фактор, который я узнал интересный, про сады, про разведение растений в доме. Так, я вернулся. Оп, надо мне здесь как-то влезть назад. Горшочек я сделал. Да? Так вот, в общем, большая проблема с этим клещом. Я ее контролирую. Я надеюсь искренне, что мои обработки мне помогут. Да, что я справлюсь. Ну, как вы видите, новые сорта я сейчас и не завожу. Вообще ничего не завожу. Вообще. Пеперомии тоже, вы знаете, опять-таки вернувшись к разговору основному, да, о редких растениях. Несколько сортов пеперомии у меня погибло. Наверное, штук 5 сортов, знаете. Ну, меньше половины, многие остались. Но тоже напал трипс. Шикарно, тут смотрите, какая корневая система. Огромная. Да? Потрясающе. Прекрасно. Сейчас мы тоже ее по возможности очистим. Я думаю, этого горшка будет достаточно или горшок побольше взять. Наверное, надо будет все-таки взять горшок побольше. Этот не подойдет, да, потому что этот практически такого же размера, а тут уже такое ведро, заплетенное корней. Да, надо будет взять сейчас побольше сходить горшочек, чтобы ему было комфортно. И как раз опора у меня, знаете, такая километровая. Я убрал Луну, потому что она увидела опору, у нее началась типа паника, что ее сейчас будут бить опора. Я говорю, так, дорогая, давай иди-ка ты на свое место, отдыхай, да, чтобы не боялась. Лишний стресс ребенку, чтобы не делать от вида опоры. В общем, да, несколько погибло сортов пеперомии. Потому что напал трипс, как вы знаете, пеперомии, они сами по себе очень нежные, растения такие хрупкие, когда на нее посмотришь, у нее уже лист отламывается. А тут напал трипс, и мне, хочешь не хочешь, пришлось их травить, пеперомии мои. И вы знаете, некоторые очень плохо отреагировали на протравку. Трипс ушел, но пеперомии начали портить листья свои, да, они начали прямо у них чернеть. Я не знаю, возможно, это от препарата, возможно, еще от чего-то. Да, они начали прям портиться. Я за них боролся, как лев. Честно сказать, я что только не пытался с ними сделать. Но потом я понял, что иногда просто нужно отпустить. Да? Так же, как и с людьми, совсем в этом мире. Иногда просто, уже пришло время и не судьба. Уже как бы, так прям философски. Но по факту это так и есть, да? И поэтому я их просто взял и выкинул. Знаете, потому что там уже, по большому счету, выкидывать-то было нечего. Там осталось 3 пенька таких полугнилых, за которые я все-таки продолжал там как-то сражаться, но не пошло. Я решил тоже, вот пеперомии, которые остались, растут они у меня в целом хорошо, пеперомии, да, они мне даются нормально, но вот, когда у них что-то случается, я говорю, вот эта протравка, знаете, я еще такой молодец, такой заботливый хозяин, я протравил всех, не только тех, на которых я нашел трипса, да, я протравил всех, как положено, но в итоге загнулись те, в основном, которые я протравил просто так, на которых и трипса не было, да, особенно вот пострадали пеперомии сморщенные, самые они нежные такие, они больше всего пострадали у меня при протравке. Но опять-таки, учимся на своих ошибках, поэтому пеперомии я тоже решил больше не заводить, вот которые есть, которые растут нормально, я их продолжу содержать, так же как и сансеверии. Вообще, мне кажется, нет идеальных растений. Вот я, например, про сансеверии всегда думал, да, и опять-таки, вернувшись к этому, про дорогие растения, представьте, эти пеперомии мне было жалко выкидывать, да, потом не из-за денег даже, а просто жалко, потому что я к ним привык, природнился, так сказать. Но они мне стоили, например, 5 евро, 6 евро кустик, да, уже такой нормальный. А если бы они стоили, если бы они были редкие, какие-то сортовые пеперомии, которых никого нет, и они начали помирать, то двойной стресс. Опять-таки, да, вот, заводить редкие растения, если что-то потом не так, и оно начинает загибаться, и ты просто теряешь огромные деньги. Это не так, что купил там какое-то золотое кольцо, и оно не будет терять особо ни в цене, даже в самые там плохие времена, еще что-то, только дорожать будет, да, золото. И оно лежит, есть не просит. С растениями, все сложно. Поэтому вот я реально не вижу ни одного валидного такого
аргумента, чтобы их заводить. И единственный, как я уже сказал, аргумент про дорогие растения, это если вы их реально продаете и быстро перепродаете, там черенкуете, тогда да. Если это ваш бизнес, если это ваша цель, у меня такой цели нет, я никого не продаю особо, да, там какие-то иногда излишки бывают, я могу их продать, или вот когда у меня какой-то такой накрывает меня псих, что я такой, я понимаю, что я переутомился, да. Самое ведь большое и самое важное в любом хобби, это чтобы оно приносило радость. Если хобби не приносит радость, например, сейчас, да, у меня, наверное, 60/40, да, так искренне, мне как бы нечего скрывать, искренне говорю 60/40, а 60 это как бы желание очень хорошо сократить коллекцию, оставить прям по минимуму, и вот просто для души, реально вот как оно и должно быть, наверное, для души. Да? С другой стороны, я понимаю, что я такой человек, что сейчас это у меня такое состояние, да? Но пройдет, и я начну, как с этими, вот, про которые я вам рассказывал, шриврианами и прочим, начну их опять искать, чтобы восстановить в коллекции. Поэтому пока у меня такая волна низких частот, связанная с клещом, но мне кажется, это любого выбило бы из колеи. Представляете, у вас такая большая коллекция, и опять появляется вредитель, которого вы уже травили и травили, но я его никогда не травил, я всегда, так можно сказать, бабушкиными средствами. Помогает хорошо реально от клеща, промывание грунта, то есть полностью увидели клеща, сразу промываем полностью весь грунт, выкидываем его, желательно, причем еще перед тем, как выкинули, микроволновки его минут на 5 прокалить, чтобы там все сдохло в нем, просто, знаете, все эти клещи, чтобы они, не дай бог, где-то там не остались и не пошли на какие-то растения, пусть даже не ваши, а на другие, да. Полностью избавляемся от этого грунта, промываем хорошо с мылом, спиртом обрабатываем, и на самом деле это очень действенно тоже и помогает, реально хорошо помогает. Мне лично прям прекрасно помогало, но потом опять где-то появляется, то есть эти яйца клеща, которые отложены, если они не стерилизовались, да, с ними ничего не сделало, там вы их не убрали, они будут пролежать несколько лет, они могут 5, даже 15 лет пролежать, и все. Потом, когда у них опять благополучный период, так сказать, чтобы начать выносить мозг, они просто начинают буйным цветом, вот как произошло у меня в спальне, то есть ничего не было больше года. Ни одного, ни клеща, ни признака клеща, ничего. И потом резко я захожу, и у меня, я смотрю, я полю растения, сансы в спальне, и смотрю на детки сансеверии Венди. Я такой думаю, боже, что это? Я ее беру, она у меня просто просыпается в руках. Да, она вся ржавая, вся в клеще, поеденная клещом. И я смотрю, у меня весь подоконник, то ли от этой детки, я даже друзьям отсылал. Может, ставлю фотографию, но вы навряд ли что-то увидите. Весь подоконник в рыжих точечках маленьких, в клеще в этом. То есть откуда он взялся? Да, и я такой думаю, боже мой, я давай все сразу травить. Но вот все, оно сейчас больше ничего нет. Даже я там кое-где находил этого клеща, уже точки, да, но не двигающийся, помер он. Я сразу все залил спиртом. Чистый спирт медицинский сразу просто именно для сансеверий. Он отлично подходит. Смотрите, я хорошо очистил корни. Прямо-таки даже не ожидал, что это хорошо очищу. Грунт, как я уже сказал, такой слегка влажный, да, то есть такой приятный на ощупь, но при этом не мокрый и не супер сухой, да, чтобы сильно не пылил. Ну и корни они тогда, на самом деле, смотрите, корней отломалось 1-2. Да, когда корни напитанные, нормальные, не сухие, они намного лучше переносят пересадку. Именно аутоародные, да, то есть они более пластичные становятся. Когда они сухие, они более ломкие. Если они сильно напитаны, они тоже могут быть ломкими, да, от того, что они прям полные влаги. То есть надо, я лично пересаживаю, когда, смотрите, куда такое ведро сажать вот в это. Тут они даже не влезут нормально, он будет утрамбовывать. Надо искать сейчас. У меня, по-моему, был горшок побольше. Сейчас принесу и продолжим. Продолжим оставшуюся пересадку. Я вот так сейчас его воткну, да, потому что мне кажется, если иначе я его сделаю, это будет вообще тяжело. Посажу, и когда он будет посажен, тогда я вставлю ему новый домик. Новый домик в плане новую опору. Это надо как-то положить все аккуратно, чтобы не переломать все. О, Санта-Росалия, как же быть? Так, ладно, сейчас остановлю камеру и продолжим мои мытарства с этими горшками. Оп. А вы знаете, пришлось ходить в магазин, потому что горшок, который я думал взять, он такого же размера, так я вам показывал, что он не подходит. Я попробовал другой, и он такой же, в принципе, только чуть другой формы. Поэтому я пошел в магазин, вот купил новый горшок. Тонна горшков дома, и никогда нет нужного. Интересно, у вас бывает такое, что вот у вас куча горшков, и никогда нет нужного горшка? У меня постоянно такое. Почему горшок не может быть такого размера, как мне надо? Всегда он либо больше, либо меньше. Да? Ну вот так, смотри, тут некоторые ветви, которые уже падают. Да, вот такой горшок, я думаю, для этого растения как раз будет большая опора.
будет самое оно, да, вы смотрите, какой он смотрится, еще будет опора величественная, крупная. В общем, так, буду засыпать грунт аккуратно. Так, ну вот это я опять взял в руки, непонятно зачем растение, ладно, уже, значит, будет оно у меня в руках, я буду засыпать другой рукой, да, я сделаю так, знаете, по-свойски, буду засыпать грунт. Причем, мне кажется, на дно можно еще даже коры побольше насыпать. Да, мы, наверное, сделаем нижнюю часть грунта прямо, знаете, такую более коросодержащую. Кора, она хороша для аэробных. Так, это грунт. Кора вот она. Она хороша для аэробных тем, что подкисляет грунт. Давайте там побольше насыпем. И сейчас мы ее распушим нашим уже готовым грунтом, замесом, так сказать. И вот в эту уже комбинацию, да, сейчас я чуть так подраскопаю эту кору, буду сажать мое растение. Пересадка, как вы можете видеть, длинная, но мы с вами давно не виделись. Да, я знаю, что есть люди, которые любят просто смотреть мой канал, в принципе. Даже не обязательно о чем я там рассказываю. Да? Обычно информативные видео я делаю короткими, стараюсь, чтобы не тратить ничего времени. Типа зашел, информацию получил, а когда разговорная пересадка, ну куда мне спешить? Кто захочет, тот посмотрит, кто захочет, тот посмотрит часть, да? Кто захочет, тот вообще не посмотрит. В принципе, какой-то смысловой большой нагрузки данное видео не несет. Поэтому я, честно сказать, снимаю его в таком, в расслабленном, абсолютно нейтральном таком, да, без спешки, без какой-то режиме. Вот как снимается, так снимается. Скорее всего, я перемотаю, правда, часть, когда я буду распутывать это растение, потому что уж больно это будет долго, да. А так, все остальное, мне кажется, вполне мы неплохо с вами проводим время, при желании. Знаете, недавно был такой забавный у меня случай. Так, я же сказал разные темы. Еще одна тема, которую я хотел обсудить, это почему, когда я прям таки закис с этими сансевериями, когда я опять клеща нашел, я понял, что мне опять нужно лечить эти растения, да, и вы понимаете, я думаю, вы все понимаете, что в каком состоянии я находился, да, потому что думаю, ну что ж такое-то, да что ж за издевательство, гори оно все огнем, эти растения, эти сансеверии. Но потом, знаете, я смотрел сериал на YouTube, на Netflix, там показываются про голубые зоны планеты. Голубые зоны планеты – это зоны, в которых живут долгожители. Они почему-то называются голубые зоны. Да, и вот таких зон, их несколько на планете. Земля, одна из них находится в Окинаве. Это японский остров, да, Окинава. И на этом острове очень много людей, которые доживают до 100 лет и больше, там, то есть прям большие у них, да, группы таких людей. И вот одна из причин, помимо там, правильного питания, наличия друзей, да, это очень важно, что одинокие люди живут меньше в целом. В среднем на 15 лет человек, у которого нет близких, который живет один-одиночка, они живут меньше. Видимо, потому что мы все-таки социальные существа, нам нужна какая-то поддержка, да, нам нужно знать, что у нас есть люди, которые нам, так сказать, подставят плечо, что мы не одни и все прочее. Поэтому там семейные узы, друзья, даже не обязательно там иметь семью, если у вас ее нет, да, но если у вас есть хорошие верные друзья, это уже хорошо. Если нет, то надо в этом направлении работать и что-то менять. Да? Опять-таки, при желании. Ну так вот, помимо этих всех факторов, какой еще был фактор? То, что у всех у них были сады. У всех долгожителей, друзья, имеются сады. Именно не такие, не поля картофельные, да, где они там упахиваются, что у них там ничего уже не работает, они там копают, а именно вот такие сады для души, где они просто занимаются цветами, занимаются растениями. И все эти люди, как там объясняется, польза наличия сада для долгожителя, да, то есть это постоянно такая пассивная гимнастика, можно так сказать. То есть, когда ты занимаешься растениями, ты хочешь не хочешь, ты присел, привстал, потянулся, да, приподнял горшок, тоже там не какой-то тонну он весит, но там поставил, переставил горшок. Это все для нашего тела очень полезно, то есть постоянно какое-то движение, именно не травмирующее тело, очень полезно. Я, вы знаете, посмотрел этот выпуск, он мне прям пришелся так в тему, потому что мне надо было начинать все там обрабатывать и все прочее. Я прям так зарядился энергией от этого выпуска, мне так стало хорошо, думаю, так, буду работать на свое, травлю для долгожительства, да, ну, как я уже сказал, препарат, он не токсичен для людей, да, поэтому все равно я все меры предосторожности соблюдаю, будто бы я работал с каким-то сильнейшим ядом, но вот так, то есть такой повод, да, есть еще заниматься цветоводством, это то, что продлевает жизнь.
среднюю продолжительность жизни, продлевает цветоводство. Это очень приятно, конечно, не может не радовать. Да? Но, конечно, вот такие стрессы с клещами и со всем прочим, но опять-таки это часть нашего хобби. И опять-таки я говорю, да, что лучше, так как растения регулярно болеют, я поэтому и не покупаю супердорогие. Иногда вижу супердорогие растения, мы все время, видите, возвращаемся к этому моменту. Но я знаю, что, ну, боже, не дай бог, оно разболеется. И что я буду с этим делать потом, да? Поэтому я себя сдерживаю. Хотя и у нас при желании можно найти там дорогие ароидные всякие там, какие-то красивые филодендроны, да, можно найти. Сансеверии не найти дорогих. Хотя я знаю, что есть очень дорогие сорта сансеверии, но у нас такого в принципе добра нет. Да, ничего такого не продают, поэтому уже рады тому, что есть. И все. Поэтому стараюсь разводить растения простые, приятные для души в первую очередь. И в случае, если они погибают, а все-таки, вы знаете, есть же какой-то процент смертности в коллекции. Если, например, в коллекции 10 растений, то вероятно, что там кто-то помрет, хотя зависит от цветовода еще, наверное. Есть такие, у них 10, и каждый второй при смерти находится. Вот, например, у меня их 300. Хочешь не крути, какой-то процент, там даже 1%, 2%, это уже там 2-3 растения, да, которые могут находиться в состоянии полугибели. Поэтому это все нормально, друзья. Все, грунта мне хватило. Посадил я все идеально. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Вот, кстати, еще недавно услышал такую фразу, она мне настолько понравилась. Сейчас вам скажу ее. Она никак не связана, но мы сегодня разговариваем на любые темы. Да, и вы знаете, фраза звучала так. Она была на английском, и там мужчина читает, что-то он читает, нет. В общем, сейчас так, заново. Мужчина читает Библию, и там фраза такая: полюби врагов своих, да, полюби врага своего и все прочее. И он такой думает, да, я должен полюбить своего врага, и я полюблю себя. То есть, не знаю, понятно смысл или нет? Мне лично очень... То есть, мы сами свой самый большой враг. То есть, мы, в первую очередь, те люди, которые сами себе говорят, что мы не можем, что мы недостойны, что у нас не получится, что мы не можем, да, что у нас там, да, кто я такой, да, что и на что я рассчитываю. Мы самые большие враги себя. То есть нужно полюбить себя, грубо говоря, полюбить этого внутреннего врага, саботажника, который живет внутри нас, и тогда многие вещи изменятся. Не в тему это, конечно, фраза, просто она мне сейчас пришла мысль, она мне настолько как-то показалась интересной, да, полюби врага своего, и я решил, она просто на английском так красиво звучала, то есть говорит, полюби врага своего, и я начал любить себя, я решил полюбить себя, я такой, ведь это глубоко, это очень глубоко. Ладно, мы пересадили с вами этот потрясающий куст, да, но сейчас самое каверзное предстоит, это его распутывание. И распутываю я его, пожалуй, сейчас, друзья, уже без камеры, и покажу вам финальный вариант, как это все выглядит. Дайте мне несколько минут. Друзья, вот мой финальный результат. Вы знаете, я уже не стал показывать отсоединение этого эпипремнума от опоры. Это было очень долго, очень сложно. Он еще выглядит не очень хорошо, как вы можете видеть, потому что листья торчат кто куда. Это абсолютно нормальное явление. Через 2-3 недели он начнет сам, даже раньше начнет сам разворачиваться, да, в сторону солнца. Форму, так сказать, свою набирать, нужную ему. Вот такие штучки у него были, видите? Металлические, они уже проржавевшие, но они продолжают служить, выполнять свою функцию, поэтому я их оставил. Я думаю, постепенно он начнет выравниваться, и это будет очень красиво. Неоднократно я так пересаживал ампельные растения на опору, и после этого, как я думаю, вы знаете, многие знаете, выглядят они не очень, но через какое-то время начинают они выглядеть прекрасно. И вот здесь мой красавец сингониум, тоже абсолютно простой, но очень, на мой взгляд, красивый кустик, красивый сорт с интересными листьями, да, все они разные, все они, смотрите, это вообще розовенький листик, да, то есть очень приятное растение, которым тоже я любуюсь и наслаждаюсь. Так что, друзья, выбирайте растения себе по душе. Если хотите дорогие и редкие, то покупайте. Если хотите, как я, больше все же простые, главное, чтобы нравилось, тоже радуйте себя, берегите себя, подписывайтесь при желании на канал. Если кто досмотрел до конца, отдельное вам спасибо, потому что видео было очень долгим, но давненько не виделись, и мне хотелось поговорить. Кстати, тут листик надо подрезать, такой сам по себе порченый.
В общем, все, буду наблюдать за ростом этих двух красавцев, держать вас в курсе, при обзорах буду вам их показывать. И до новых встреч, берегите себя. Пока-пока.